Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это финансовый гороскоп, тот самый, который вы давно ждали, для того, чтобы начать зарабатывать этим летом и осенью 2025. И я все-таки надеюсь, что это будет вашей шпаргалкой по жизни. И в момент, когда вы решите сдаваться, вы все-таки включите это видео и скажете себе, что я продолжаю. Итак, дорогие, это видео подходит всем тем, у кого солнечный знак зодиака в Овне, у кого асцендент в Овне, у кого финансовые дома это 2, 6 и 10 в натальной карте, они находятся в Овне, а также все те, у кого заполненный первый дом гороскопа, то есть первый дом в натальной карте, если у вас есть планета, особенно если у вас там Марс, то это ваша движущая сила по жизни. И все эти таланты нужно развивать. Ну что, дорогие, готовы? Прежде чем раскрыть сферы деятельности, где Овну хорошо зарабатываются и где идут финансы, расскажу, кто такой есть Овен, очень коротенько буквально. Да? И если вы не знаете, не понимаете, то Овен – это первый знак в зодиакальном круге. Естественно, здесь и финансовые рекомендации будут как раз-таки, которые заставляют нас в прямом смысле конкурировать, нас пробиваться, идти вперед, двигаться. Да? Вообще Овну для того, чтобы зарабатывать деньги, необходимо воевать, давить, то есть воспринимать историю заработка денег как поле боя. То есть я иду зарабатывать, и я в прямом смысле борюсь за свои деньги. До тех пор, пока я не стану первым, потому что Овен – это первый знак в зодиаке. И здесь это нужно хорошо понимать, потому что Овен без вот такой активной позиции в плане денег, деньги приходить не будут. То есть здесь история того, что они будут вяло текущие, будут какие-то финансовые обязательства, будут долги, будут моменты, которые не очень нравятся, и будет ощущение, что деньги как-то даются тяжело. Не деньги даются тяжело, а потому что вы тяжелый. Нужно становиться активным, нужно становиться действенным. И здесь неважно, мужчина вы или женщина, нужна активность. Я всегда говорю, что если у вас асцендент или солнечный знак или второй дом в натальной карте в Овне, и вы себя как Овен не ведете, да, то есть вы не активны, вы безинициативны, вы не спонтанны, у вас не чувствуется такая внутренняя сила, да, это может быть простота, но при этом присутствует индивидуальность характера, которую человек проявляет, он не стыдится этого, он как истинный знак огня идет вперед. И здесь эту историю нужно очень хорошо понимать, потому что именно вот эта сила нужна как раз-таки для того, чтобы начать любое дело, сдвинуть его, вот эту скалу, этот камень с мертвой точки, начать движение вперед. То есть здесь обязательно нужно принять решение, решиться на это действие, начать активно его делать, реализовывать. И, естественно, для того, чтобы это было, нужен в голове какой-то план, нужно стремление, нужна цель в жизни, чтобы ради этого биться. То есть просто так, естественно, не будут ваши показатели в натальной карте ничего делать. Здесь история, я надеюсь, понятная, да, то есть нужно понимать ради чего, потому что если цели нет, то никуда и не придете. Это знак огня, нужно на горизонте что-то такое, веский какой-то такой подарок самому себе, для того, чтобы понимать, куда, ради чего пробивать эти стены. Сейчас вы скажете, я девочка, я хочу вообще ничего не решать, я хочу отдохнуть, но это понятно, но ваши же личные качества, которые есть в вас, они же никуда не деваются. То есть это получается, что человек, у кого солнце в Овне, асцендент в Овне и финансовые дома в Овне, то есть у вас внутренний запал для того, чтобы зарабатывать деньги активно, экспрессивно, можно и так это назвать, спонтанно, в конкурентной форме. То есть показатели в Овне говорят о том, что вы потрясающе можете разбираться с конкурентами. Вы можете их ловко обходить, быть первым, при этом зарабатывая себе деньги. Но здесь нужно реально-таки понять, ради чего, и реально-таки понять, что вы действительно начали делать, что вы где-то там на полпути не зависнете, да, и решать в легкости это хорошо. Но если у вас денежные дома в Овне,
деньги не будут приходить без легкости. То есть можно лениться очень долго, можно эту историю убирать, но жизнь потом любыми путями заставит пойти работать на работе физическим трудом. Потому что если Овен вот эту свою физическую силу и агрессию не реализует в деньгозарабатывании, то тогда жизнь заставляет идти работать, еще какую-то работу брать для того, чтобы вот она как-то проигрывались вот эти аспекты. Либо мы начинаем ругаться с близкими, с любимыми по поводу денег. То есть энергия проиграна. То есть здесь все работает. А то, что денег нет, ну здесь уж, как говорится, мало активничали. Поэтому я всегда говорю, что если у вас второй дом, показатель натальной карты, он такой мощный в Овне, но все планеты у вас в 10 доме, и там другой знак какой-нибудь Стрелец, да, 10 дом может быть в Стрельце, либо в Скорпионе, а там уже совершенно другого плана деньги, там и объем больше, и если сосредоточение планет там у вас в 10-м, в 9-м доме, то у вас амбиций гораздо больше на заработок денег, и если вы не будете в свою жизнь привносить спорт, тогда это будет сложный поток денег, потому что людям, у кого второй дом находится в Овне, нужны регулярные физические нагрузки, то есть нужно быть постоянно в состоянии активности. Ну, либо же Солнце в Овне, это тоже постоянно состояние активности, потому что если Солнце в Овне, то вы в принципе по жизни человек активный, у вас движущая сила, мощь, то есть вы заряжаете других людей своей энергией. А если вы по Солнцу не живете, то есть как-то вот у вас Луна где-нибудь в Тельце, где-нибудь в таком вот в знаке, который особо-то не стремится очень быстро прямо сейчас все это сделать, тогда, конечно же, будут, скорее всего, у вас проигрываться вот это овновское Солнце, и асцендент в Овне будет проигрываться как ссоры, скандалы с близкими, любимыми, и вас вообще будут воспринимать как скандалиста, а не как человека, который стремится зарабатывать, активный, мощный, и на кого можно таки опереться, да. Поэтому вот такая история. Вообще положение для того, чтобы зарабатывать такие основательные деньги, какие сферы, где нужно работать, зарабатывать. Ну, то есть это любые спортивные сферы, то есть спортивная активность. Плюсом здесь спортивные танцы. То есть все, что основано на спорте, это абсолютно овновские сферы. Это силовые ведомства. Естественно, это тоже физическая активность, да, то есть здесь творчество, потому что это огненная стихия. Овен – это огонь, и здесь любая творческая реализация, которая предполагает активность, да, здесь могут быть тоже в том числе и активные танцы, здесь могут быть различные мероприятия, которые тоже на творчестве основаны, но где необходимо как раз-таки конкурентов обходить и прекрасно себе тоже зарабатывать. Работа с техникой в том числе, да, работа с механизмами, работа с орудием, с оружием, оружейный бизнес, если уж мы так далеко заходим, да, то есть здесь все моменты, где нужно проявлять свою силу. Также торговля. Понимаете, да, что торговля – это прямая конкуренция, поэтому все те люди, у кого куспит второго дома находятся в Овне или 10-й дом в Овне, то эта история связана как раз-таки с торговлей, да, с обхождением конкурентов, да, и это все люди, индивидуальные предприниматели, то есть все те люди, бизнесмены, которые работают сами на себя, которые конкурируют мощно. Да, это те люди, которые не спят, те люди, у которых очень много идей, творчества, креатива и запала, постоянно что-то придумывать, изобретать. Это вот такое не просто хобби по жизни, это такой внутренний запал. И понимаете, сейчас человек, который сидит, у него второй дом в Овне или 10-й дом в Овне, он такой говорит, а у меня денег нет. И вот прям так скромненько, у меня денег нет, и я вот не знаю, где мне заработать. Ну, вообще-то люди с куспидом второго дома в Овне уже давным-давно уже испробовали все. Там не получилось, там ошибки получились, там их быстро исправили, там быстренько все включились, поменяли, изменили. То есть здесь энергия такая, которая бьет ключом. Естественно, да, здесь жизнь заставляет тоже
тратить деньги на свои ресурсы, на себя, на внедрение своих как раз-таки качеств мощных, да, на свои орудия труда в прямом смысле, потому что, может быть, вы потрясающий хирург и этим увлекаетесь, потому что здесь тоже нужно иметь такое хладнокровие. Но хирургия — это, если одно из направлений медицины, да, то подходит под Овну. Здесь нужно смотреть всегда комплексно для того, чтобы другие показатели в натальной карте прям очень сильно подходили на медицину. Вообще медицина, она под рыбами, под девой. То есть здесь нужно смотреть, конечно же, вся работа с людьми, помощь людям. И здесь такая психологическая, физическая, да. Но если есть еще подключение как раз-таки Овна, то здесь те профессии, которые требуют как раз-таки хладнокровного включения, это как раз-таки Овен. Поэтому здесь это не говорит о том, что все эти овны, кто по солнцу, да, имеют такой показатель, сейчас должны все стать хирургами. Нет, конечно, ребята, эта история, я как раз-таки поэтому и рассказываю, что если второй дом у вас в Овне, да, если у вас солнце в Овне, то у вас внутренний азарт и движение бороться с конкурентами, торговать, продавать, что-то такое делать, креативное создавать. То есть вы тот человек, которому, в принципе, сложно работать на кого-то, если у вас нет в работе вот таких перспектив, где вы можете сами себе решать, где вы можете, достаточно у вас такой большой объем работы, и где вы будете чувствовать, что ваш внутренний огонь горит. То есть если у вас есть такие условия труда, тогда Овен не будет часто менять работу. То есть здесь нужно понимать вот эти моменты и развивать в себе какие качества. Конечно же, качество, творческий такой потенциал раскачивать, чтобы быть первопроходцем. Все вот эти истории творческие с трендами, когда что-то интересное, яркое, музыкальное заходит, в том числе. Развивать в себе самостоятельность 100%. А если вы Овен и за вас все до сих пор решают родители в возрасте 30 лет, тогда не спрашивайте, почему вы бизнес построить не можете, почему вы не ИП, да? Потому что у вас самостоятельности нет. Когда все самим хочется решать, когда хочется запустить какой-то стартап, а все говорят: нет, нет, нельзя, нельзя это, а вам хочется, и вы берете и запускаете. Да, он не получается, вы пробуете еще раз, и еще раз, и еще раз, и вы не сдаетесь, потому что это тот самый внутренний запал, который невозможно остановить. Развивать талант спринтера. Здесь, конечно же, если вы не развиваете вот это вот в себе, то, скорее всего, я уже говорила, да, вас будут воспринимать как скандалиста, вас будут воспринимать как безрассудного человека, импульсивного, агрессивного, человека, который не может договориться, да, хам в прямом смысле. Но если вы прям идете своим путем, то хамить-то особо не хочется. Вы просто в действии делаете вот этот напор и движетесь туда, куда нужно. И да, уже говорила, что идеальное положение для того, чтобы иметь свое ИП, либо работать в найме, но чтобы у вас был такой большой плацдарм для действий, где вы можете себя реализовать, проявить, креативить как вам угодно. То есть работаете ли вы с людьми, работаете ли вы с техникой, неважно, может, вы решили красить все машины в красный цвет, да, и вам разрешают делать узор потрясающий, вы чувствуете себя очень хорошо здесь, потому что здесь проявляется ваше внутреннее творчество, да, потому что работы, в принципе, у Овна могут быть и силовые, могут быть и творческие, связанные с умом в том числе, да, с большим капиталом знаний. Вот здесь обязательно, конечно же, большой капитал связи будет очень даже важен, полезен, и очень важна будет ваша индивидуальность, как раз-таки то, что я говорила, когда люди знают именно вас, специалиста, да, поэтому если у вас Куспит первого, второго, естественно, и первого тоже асцендент, и 10-й дом в Овне, то это обязательно наличие личного бренда. То есть, если вас как человека знают, ваш личный бренд узнаваем, то тогда это история, которая будет вам работать 100% плюс, да. Ну, естественно, партнерствовать, но когда вы начинаете
50/50 партнерствовать, и это начинает вас останавливать и тормозить, естественно, и заработки ваши здесь будут тормозить, да, то есть различные коллаборации, это должны быть какие-то такие быстрые моменты, сделали и пошли дальше, то есть если это какое-то партнерство, не такое долго затяжное, а короткого цикла партнерства будут вам идти в плюс, они будут вас заряжать, у вас будет такое быстрое действие, потому что здесь нужно очень сильно активно, здесь нужно оборот, очень сильно важен, поэтому когда вот такая есть долгая тянучка и бюрократия, тогда людям овнам, асценденту в овне и финансовым домам в овне сложно даются деньги. Сложно, потому что это моменты, которые очень сильно останавливают, тормозят, убивают мотивацию. Но здесь, конечно же, для того, чтобы было вот это все, нужно, естественно, начинать с себя, потому что сначала есть я овен и мои действия, и потом уже все остальные подключаются. Поверьте, на бешеную энергию овна очень много всегда сбегается людей, кто хочет в этом либо поучаствовать, либо создать ему охваты. То есть здесь история, которая будет вам очень сильно нравиться, да. Но деньги — это волевое усилие, просто так болтать не получится. Внутри должен быть вот этот огонь, индивидуальность, про которую я уже говорила, да. Ну и, естественно, это масштабы своей деятельности, воспринимать это как поле для боя, говорила, и постоянно его расширять, да, постоянно его расширять. И если мы говорим о соревновательном эффекте, то этот момент с каждой новой целью должен увеличиваться, да. То есть, когда есть соревнования, есть действия, когда нет никаких обстоятельств и конкурентов, тогда ваш бизнес может быть в таком статичном качестве, да, когда нет вот этого импульса к действию, да, когда нужно что-то делать, вот. А для чего это все делается? Вот понимаете, знак Овна, он даже не ради денег вот он это делает, да, когда истинно зажжен человек вот как Овен, да, даже не ради денег он это делает, а ради такого короткого мига победы, для того, чтобы победить, быть первым, чтобы его увидели, чтобы сказали, какой он классный, какой он быстрый, какой он смелый. То есть это такая истинная похвала для Овна, поэтому хвалите себя сами, когда вы только начинаете свое дело. Да, не получилось, но есть очень много других вариантов вот это все сделать. Нужно еще раз начать и не останавливаться, потому что истинный Овен — это тот, кто не останавливается. При этом, да, если же вы все-таки предпочитаете зарабатывать деньги более стабильно, более спокойно, а второй дом у вас в Овне, да, то, скорее всего, деньги будут приходить медленно, и для того, чтобы их стало больше, просто добавьте в свою жизнь спорт. Спорт как активность. Здесь, естественно, зависит еще от Марса в вашей натальной карте, в каком он знаке, да, потому что сильно способствует заработку денег, это основные наши показатели, это Солнце, это Марс и Куспид финансового дома, то есть это 2, 6, 10. Второй дом — это наши деньги, которые вот просто приходят к нам на обычные дела какие-то, вот мы просто зарабатываем, и он очень сильно важен, второй дом, если в нем очень много планет, потому что такие активные, успешные люди, например, как Дональд Трамп, у него очень много планет во втором доме, да, это не говорит о том, что карьера у него не сложилась, у него во втором доме очень много планет, и это говорит о его стабильном, регулярном, мощном заработке. Но вы посмотрите, как он себя ведет, да, то есть здесь позиция такая активная, мощная, и человеку сколько лет, и он не собирается останавливаться, то есть он идет, движется вперед. Но второй дом — это показатель наших, если у вас нет планет во втором доме, то есть это наши такие простые деньги. А если вы решили создать себе карьеру, очень большую, весомую карьеру в обществе, то здесь, конечно же, показатели идут, включаются у нас с 10-го дома. Особенно если в 10-м доме у вас очень много планет, и вы не используете 10-й дом для заработка, то тогда, конечно же, только работая на втором доме, больших заработков
приходить не будет. То есть всегда так, если вы хотите денег больше, у вас, естественно, и цели больше, и мысли в голове больше, и вы понимаете, ну как бы мне на жизнь-то хватает, но сейчас-то я хочу реализовать все то, что я хочу, а цели-то мои в жизни, они гораздо больше, чем просто заработать себе на ежемесячные там продукты, траты и тому подобное. То 10-й дом с наличием планет, конечно же, эту историю еще больше усложняет, это еще больше обязанностей, это больше ответственности. Здесь уже не получится так по-спринтерски, да, то есть если рекомендации по 2-му дому, я могу вам сказать, что внедряйте в свою жизнь просто спорт для того, чтобы ускоряться, да, чтобы, например, не работать на тех работах, которые не очень-то нравятся, да, чтобы, потому что это всегда такой не очень приятный физический труд, когда особенно человек затянул с финансовой историей, не раскрывал потенциал, например, своей натальной карты и понимает, что нужно приложить очень много усилий, действий, но не работает, да. И здесь история, конечно, жизнь заставляет идти на ту работу, которая не нравится, обычным грузчиком, носильщиком, неважно, да, то есть просто чтобы проигрался потенциал 2-го дома, вышла вот эта максимальная агрессия, максимальная сила, да. Если же 6-й дом, вы сейчас меня спросите, я в течение всего видео не рассказала про 6-й дом. Если 6-й дом у вас в Овне, там вообще нет никаких планет, то быть активным по жизни вам просто необходимо. Почему? Потому что 6-й дом в Овне это, ну, как правило, в жизни могут быть различные там на фоне стресса, непроявленной агрессии, температуры, болезни и тому подобное. И для того, чтобы компенсировать негатив вот этого 6-го дома, нужно в жизни быть активным. То есть заведите себе активную собаку, она будет вас как минимум из дома вытаскивать, чтобы вы были активны, да, чтобы скомпенсировать все ваши застои жизненные. Да. То есть здесь нужно быть ради здоровья, быть активным. Ну, естественно, когда мы активны и здоровье у нас в порядке, мы в принципе идем и мы хотим зарабатывать. Я надеюсь, это понятный такой фактор, да, хотя сейчас в моде лежать, ничего не делать, свайпать телефон, и чтобы оно было все легко и просто, да. Но мы-то понимаем, что так не бывает. И вот если ваша цель в жизни иметь деньги не только ради денег, иметь какие-то свои другие амбиции, которые повыше, да, то здесь мы идем в 10-й дом. 10-й дом, если он в Овне, то, естественно, это большой бизнес. 10-м домом управляет не только Овен, если у вас такие показатели, но еще и Сатурн, а это большая ответственность. То есть, в принципе, по умолчанию у всех у нас 10-й дом управляет им Сатурн. Это планирование, перспективы, это когда мы начинаем не просто вести себя как Овен, потому что 10-й же дом в Овне, вот нужно же все те самые рекомендации применять, конечно, плюс еще Сатурн. Когда мы начинаем копить ради бизнеса, когда мы начинаем брать цели гораздо выше, когда конкуренты у нас гораздо сложнее, интереснее и ярче, и мы не просто хотим им соответствовать, мы хотим их победить. Потому что позиция у Куспида 10-го дома в Овне это как раз таки победа. И если это не победа, то это на самом деле хорошо. Если до сих пор не победа, то вы еще в пути к своей победе, да, и нужно туда стремиться. То есть здесь большой бизнес с большой такой вывеской вашего личного бренда. И здесь, естественно, большая, яркая, открытая конкуренция. Когда вы конкурируете, и вам от этого классно, и вы не боитесь проявлений. И вот теперь понимаете, а у вас 10-й дом, например, в Овне, а 2-й дом у вас в Весах или в Деве. И вы сидите и думаете, так, в Весах или в Деве я посижу, попереживаю, подумаю, все-таки знаниями возьму, если в Деве, да, буду рационально все копить, буду медленно, но верно вперед идти, потому что у нас наша натальная карта, все зависит от того, какую планку мы берем, значит, мы переключаемся на тот дом, да, то есть мы начинаем максимально вкладывать в эту историю. А если у вас 10-й дом в Овне, то здесь прям нужно максимально пробивать эту цель и вообще не стесняться ни капли, да, своих внутренних сил, историй, которые вас движут, да, к этой цели. Здесь никак нельзя ни сдаваться, ни стесняться. И вы сидите так и думаете, потому что кто-то сказал, что 2-й дом, он самый главный, это дом денег. Ну, потому что информации сейчас очень много.
И здесь вопрос в том, что можно, конечно же, сидеть и ждать, что у нас там второй дом, но если у вас все скопление планет в 10-м, значит, вы человек, во-первых, вообще непростой, вообще непростой. И здесь нужно это поскорее понять, для того, чтобы не тратить свое время на цели, которые, где вы вроде как работаете, оно вам совсем таки очень неинтересно. А нужно начинать работать и зарабатывать там, где вам интересно. И здесь понимаете, должно быть очень много амбиций внутри раскрытых. Вы должны себе позволить принять решение, что вы хотите работать в каком-то таком месте. Но естественно, здесь тоже такая очень хорошая история, потому что очень много вопросов идет. И прям таки, если вы уже другие финансовые гороскопы, которые вышли, посмотрели, вы знаете, мне пишут: работаю на стабильной работе и хочу уйти в свой бизнес. Это все прекрасно. Но если у вас второй дом в Деве, какой-нибудь Деве, или в Весах, если в Деве, то вы работаете, скорее всего, на какой-то работе, которая приносит вам стабильный доход, и вы зарабатываете там деньги, которые хватает вам на жилье, да? И здесь такой момент. Уходить сразу, вот прям сегодня резко я послушала этот гороскоп, и я сразу все увольняюсь, открываю свой ИП. Ребят, поверьте, если у вас такие показатели в натальной карте, то вы вполне себе можете работать на обычной работе и начать развиваться, ну пусть пока оно не ваше ИП, пусть пока это что-то попроще, но вы начинаете развиваться, вы начинаете строить личный бренд, вам никто не запрещает совмещать, вам никто не запрещает выстроить стратегию, начать действовать, начать делать, потому что спросите любого индивидуального предпринимателя, это путь воина? Это правда. Это бессонные ночи? Это правда. Это отсутствие стабильности? И это правда. Поэтому пока у вас есть средства от нормальной работы, которая приносит, потому что людей сейчас очень пугает вот эта фраза «нормальная работа», но это на самом деле тот базовый фундамент, который необходим для жизни. И это нужно, трезво на это нужно смотреть. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Все картинки в социальных сетях — это картинки, на которых кто-то уже на нас зарабатывает. Здесь нужно вот эту историю очень четко понимать. И если у вас такие показатели 10-й дом в Овне, то да, вы придете к своему предпринимательству, к своему личному бренду, но это не одного дня, месяца и даже года момент времени. То есть вы можете это смело размещать, и да, так будете проявлять свою индивидуальность, напор, активность в сторону своего бизнеса, и это очень хорошо. То есть здесь момент не сдаваться, как раз таки свою внутреннюю волю раскачивать, тем самым будут раскачиваться ваши не просто мотивы, но и цели. То есть и цели будут каждый раз меняться. Это такая основная история для всех овнов. В принципе, асцендент в Овне и денежных домов в Овне. Дорогие, ну что, остались у вас вопросы? Оставляйте их в комментариях, но при этом пишите свою дату, время, место рождения, ваш вопрос, который у вас есть, что хотите спросить, где сейчас работаете, где бы хотели работать. И вспомните все те свои моменты в жизни, когда вы были маленькие, что вы делали, кем вы хотели стать, как вы хотели развиваться, внутренний огонь, который заставлял вас что-то делать, где-то интересно экспериментировать, потому что показатели Овны — это ребенок всегда экспериментатор, это который постоянно что-то придумывает, выдумщик, активист, постоянно на движе, и это абсолютно нормальная история. Для того, чтобы деньги у вас были, неважно каким домом управляет у вас Овен, но если вы по этому дому решили зарабатывать деньги, то вам нужен этот внутренний напор и этот огонь снова, чтобы он у вас пылал, понимаете, для того, чтобы были силы на продвижение. Вот такая история, ребят. Поэтому оставляйте вопросы, если они у вас есть. Я с удовольствием на них отвечу. И желаю вам продуктивной, активной осени. У нас там отличные показатели для заработка денег. Здесь не нужно бояться, не нужно стесняться, потому что важная суперсила Овна, основная суперсила — это никогда не сдаваться. Никогда не сдаваться. Суперсила Овна, я это вам точно говорю. Ну что, ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.